Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылочку на канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня для вас на этом канале я подготовила новый изумительно красивый узор, и название я ему дала такое вот музыкальное – сольфеджио. На первый взгляд многим этот узор может показаться сложным, но это далеко не так. Узор простой, немножко кропотливости, немножко внимания, а сама геометрия, сама мысль этого узора очень проста. И мы постепенно, потихонечку со всем этим сейчас разберемся. Раппорт этого узора кратен 3 арочкам в моем случае и 4 ряда в высоту, еще плюс 4, если раскладывать узор в шахматный порядок. Почему я говорю в моем случае 3 арочки? Потому что здесь можно поиграться. Можно растянуть, к примеру, на 5 арочек, а сделать вот этот вот ключик больше. Или же сделать на 7 арочек, сделать еще больше этот ключ. Но это будет все зависеть от того, что вы захотите связать таким узором. Я бы таким узором связала, конечно же, шаль. Это будет выглядеть очень красиво. Также этот узор очень хорошо подойдет каким-то декором в изделиях. Кокетки, манжеты, подолы, вставочки. Что-то должно быть такое вот легкое, невесомое и с добавлением этого узора. Но кому этот узор понравится, он и сам подумает, что бы захотел таким узором связать. А мы сегодня просто будем его вязать петелечка за петелечкой. Этот образец, который вы видите, я связала из хлопка. Это хлопок турецкого производства, хлопок Лилу. Стопроцентный мерсеризированный катон в 50 граммах, 225 метров. И крючок я подобрала под этот хлопок японского производства фирмы Тулип номером 1,25. 1,25 это размер головки крючка в миллиметрах. Ниточку для разбора нашего узора я беру немножко потолще. Это хлопок бегония и крючок 1,5 миллиметра головка той же фирмы. Начинаем наш узор. Как я вам уже говорила, что узор у нас в раппорте 3 арочки. Для поворотных рядов я набираю количество раппортов по 3 арочки. Первую арочку я отступаю для края и потом в конце еще одна арочка для симметрии. Сейчас в процессе вы поймете, о чем я говорю. Набираем первую петельку, затягиваем узелок и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. 3 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. Закрываем эти 2 петельки. Вот это вот начальная арочка, которую я отступила, потому что наш ключик потом будет на нее заходить. Она не всчитывается в раппорт. Теперь вяжем 3 арочки раппорта. 1, 2, 3, 4 и 5 воздушных петель. 3 накида на крючок. Возвращаемся в петельку соединения между арочками. Захватываем 2 дужки и провязываем столбик с 3 накидами. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок. Провязываем столбик с 3 накидами. 2 арочки раппорта мы связали и еще одну. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3 накида на крючок и столбик с 3 накидами. Ну вот, первая арочка у нас не считывается, а вот это есть раппорт нашего узора. И вот так вот мы повторяем такое количество раппортов, сколько нам нужно будет для изделия. Я свяжу еще один раппорт. Ну вот, связана первая арочка, которую мы отступили. И теперь еще 2 раппорта. В конце мы вяжем еще одну арочку для симметрии. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Накида на крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Мы подготовили с вами ячейки, арочки для 2 раппортов узора. Теперь, чтобы у нас был красивый край, под верхнюю дужку мы вяжем по 6 столбиков без накида. Переступили в следующую арочку и снова вяжем 6 столбиков без накида. Так мы провязываем весь этот ряд до конца. Это тоже еще подготовка. Обвязали все арочки по 6 петелек. В каждую арочку по 6 столбиков без накида. Здесь делаем одну воздушную петельку и в последнюю петлю, подхватывая 2 дужки, делаем соединительный столбик для разворота. Хвостик мы укладываем для того, чтобы он у нас упрятался, и сразу же начинаем уже вязать первый ряд нашего узора. Первая арочка – это арочка симметрии. Мы вяжем 4 столбика без накида под арочку. Связали. И теперь вяжем большую длинную цепочку на 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Вот такую вот длинную цепочку мы связали. Теперь делаем накид на крючок и от крючка в третью петельку провязываем столбик с накидом. А далее под эту цепочку мы должны уложить 40 столбиков без накида. Вначале придерживая хвостик, аккуратненько укладываем под цепочку 40 столбиков без накида. Это было 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Легонечко подтягиваем, чтобы у нас эти столбики без накида укладывались плотно. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Снова
подтягиваем немножечко. И остается еще 15 столбиков без накида. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Мы связали вот такой вот длинный ус, который у нас сразу уже закручивается в наш ключ. Теперь этот ус мы разворачиваем на изнаночную сторону и, начиная со второй петельки, первую я пропускаю, со второй петельки, в каждую петельку я провязываю 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Мы обвязали 20 петелек, и теперь этот ус, вот наше вязание, наша арочка, мы складываем в кольцо. Сложили колечко. Теперь мы захватываем с пяточки с начала уса одну дужку, одну петельку, и со столбика без накида, который мы вязали под арочкой, в первой арочке, я захватываю тоже дальнюю дужку. У меня получается 3 петли на крючке, и теперь эти 3 петли я провязываю, немножко вытягиваю, оставляю эту петельку. Теперь остаток уса я опять закручиваю и считаю от кончика 1, 2, 3, 4 и 5 петля, вхожу крючком, и эту оставленную петельку я протягиваю. Мы связали с вами первый ключ. Сейчас он у нас, конечно, разлетится, но потом впоследствии следующих рядов у нас каждая сторона будет закреплена. И возвращаемся к нашей арочке, довязываем еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот этот вот первый ключ, это у нас ключик симметрии. А теперь переходим к полному раппорту. Следующие 2 арочки, первая и вторая арочка раппорта, мы вяжем под каждую арочку по 7 столбиков без накида. Первая арочка и следующая арочка, снова 7 столбиков без накида. И теперь у нас третья арочка раппорта, вяжем под нее 4 столбика без накида.
И в этой арочке мы снова будем сейчас вывязывать вот такой же ус. Вяжем 25 воздушных петель. Связали. Теперь накид на крючок, попадая в третью петельку, вяжем столбик с накидом. И теперь под цепочку мы вяжем 40 столбиков без накида. Мы обвязали эту цепочку. Теперь разворачиваем ее на изнаночную сторону и по ее ребру, пропуская первый столбик, начиная со второго, в каждую петельку мы вяжем 20 столбиков без накида. Связали 20 столбиков без накида. Возвращаемся к нашему первому ряду. Складываем в кольцо. Вот, мы сложили колечко. Этот усик мы пока не трогаем. Теперь мы заходим, подхватываем пяточку начала усика и в столбике без накида на арочке тоже подхватываем дальнюю дужку. 3 петли. Мы эти 3 петли соединяем вместе. Соединили. Дальше оставили эту петельку. Этот усик, который у нас еще остался, мы закручиваем по направлению и отсчитываем 1, 2, 3, 4, подхватываем пятую петлю, оставленную петельку еще раз протягиваем. Возвращаемся теперь к арочке, довязываем еще 3 столбика без накида. И мы с вами связали 1 для симметрии, и вот у нас 3 арочки, это раппорт узора. Так мы повторяем еще один раппорт. Сейчас будет вязаться сюда 7 столбиков без накида, 7 столбиков без накида. И вот арочка для ключа. Мы вяжем опять 4 столбика без накида, усик, обвязываем его, 20 столбиков, закручиваем и скрепляем. И в конце у нас будет одна арочка, которую мы отступали, потому что наш ключик будет иметь немножко наклон. И чтобы были одинаковые края, нужна была вот эта вот арочка. Вяжем вот так вот до конца ряда. Вяжем самостоятельно еще один раппорт и потом довяжем вот эту вот арочку. Ну вот я связала еще один раппорт. Ключики наши пока плохо просматриваются, но это будет все впоследствии. И вот эту вот дополнительную арочку обвязали тоже 7
столбиков без накида. Заходим теперь крючком в первую петельку, делаем соединительный столбик. Мы закончили с вами первый ряд. Теперь вяжем второй ряд. Он у нас очень простой. Это будут арочки по 6 воздушных петель. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание и над каждым колечком у нас получается 4 петля, провязываем столбик без накида. Теперь снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот арочка, там где у нас связанный ключик, мы его пока не трогаем, а в ту петлю, из которой он вязался, мы вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И следующая арочка, вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ключик оставляем пока в покое. В его петлю провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот у нас следующая арочка. Провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка. Провязываем столбик без накида. Снова у нас 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Последний столбик без накида под ключиком. И в конце, в этом ряду, мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида на крючок. И из уголочка арочки мы провязываем столбик с 2 накидами. Теперь разворачиваем вязание, вяжем следующий ряд. У нас снова будет вязаться арочки по 6 воздушных петель, но мы уже будем делать первое присоединение ключика. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Теперь у нас первый ключик, тот, который для симметрии, мы его складываем. Вот он. И внутреннее колечко мы выводим на изнаночную сторону. Вот у нас получается центр. Мы отступаем еще первую петельку и вторую петельку после центра. Входим крючком и подхватываем одновременно следующую нашу арочку. Провязываем столбик без накида. Теперь снова вяжем арочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в следующую арочку заходим, провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, провязываем столбик без накида. Теперь вот следующая арочка, и мы снова будем присоединять ключик. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сложили наш ключик. Внутреннее колечко задвинули в изнаночную сторону.
Вот центр этого колечка. Отступаем раз, два, во вторую еще петлю после центра, входим крючком и подхватываем одновременно цепочку. Провязываем столбик без накида. Снова раз, два, три, четыре, пять и 6. И под следующую арочку вяжем столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять и 6. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. И раз, два, три, четыре, пять, 6. Опять складываем наш ключик. Вот, сложили. Задвигаем внутреннее колечко на изнаночную сторону. И вот наша петелька. Входим в нее и подхватываем еще цепочку, следующую арочку и провязываем столбик без накида. И теперь у нас здесь вяжется еще раз, два, три, четыре, пять, 6 воздушных петель. Последнюю арочку провязываем столбик без накида и вяжем раз, два, три воздушные петли, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами из уголочка. И мы с вами связали уже 3-й ряд, и наши ключики уже приобретают форму. И теперь вяжем 4-й и последний ряд. Вяжем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Вот наша следующая арочка. Мы входим крючком под арочку и одновременно, здесь я не просчитываю петель, я просто зрительно вижу, куда мне войти крючком, на внешнюю дужку нашего ключика, и я сцепляю наш ключик с сеточкой. И снова раз, два, три, 4, 5 и 6. И захожу в следующую арочку и точно так же сцепляю с другой стороны колечко нашего ключика. И так вяжем дальше. Снова вяжем цепочку из 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. И под следующую арочку столбик без накида. И опять у нас 2 арочки. Мы присоединим еще внешнее колечко нашего ключа. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Зашли под арочку. И вот, к примеру, в этом месте зацепили еще внешнюю дужку ключа. Раз, два, три, 4, 5 и 6. И точно так же в следующей арочке. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Мы довязываем уже последний раппорт. Снова под арочку мы делаем столбик без накида. Теперь цепочка из 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. И здесь опять мы присоединяемся вместе с внешней дужкой колечка. Раз, два, три, 4, 5 и 6. И вот
мы захватили уже последнюю арочку и сделали столбик без накида. Мы закончили с вами раппорт, и у нас получились вот такие вот интересные фишки на сеточке. И теперь следующий раппорт у нас будет вязаться все то же самое, только мы будем смещать наши вот эти вот ключики, будут вязаться вот в этих арочках. На одну арочку мы смещаем. Эта арочка, вот эта арочка и вот эта арочка теперь будет. Получится 3 ключика. Можно уже самостоятельно связать следующий раппорт. Отсюда мы вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и под арочку. Теперь у нас вот здесь вот вяжется 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И вот смещение мы здесь будем вязать уже ключик. Вяжем опять 4 столбика без накида. И в этом месте мы вяжем цепочку на 25 воздушных петель, обвязываем ее, первый столбик с накидом и еще 40 столбиков без накида. Потом по ребру вернемся, обвяжем еще столбиками без накида 20 петель и закрутим ключик, соединим так, как я вам показывала. Думаю, что не стоит уже задерживать ваше внимание и показывать, как вязать то же самое в шахматном порядке. Здесь даже не шахматный порядок, здесь просто будет смещаться на одну арочку. И мы сейчас на большом образце еще раз это посмотрим. Ну вот, на большом образце это очень хорошо видно. Смещая каждый раз на одну арочку наш следующий ключик, следующий раппорт, у нас получается одновременно и диагональ, и тем не менее, если смотреть на рисунок, то это и выстраивается шахматный порядок. Ну вот мы с вами сегодня связали очень красивый узор, который будет смотреться в изделиях очень богато. Не знаю, кто куда возьмет этот узор, в какое производство, но считаю, что изделие из него будет красивое. Вот так вот выглядит у нас лицевая сторона, которую вы видели уже в начале ролика. И изнаночная сторона у нас вот такая вот аккуратненькая сеточка. Красивый, богатый узор. Надеюсь, он вам понравился. Я жду ваши комментарии, жду ваши пальчики вверх. А я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.